Итак, ребят, основная идея на данный выпуск — это показать диапазон цен в Китае. От самой простой уличной еды до дорогих ресторанов. И доказать гипотезу, что в Китае может поесть абсолютно каждый, будь ты студент с 10 юанями или же гурман, который готов потратить сотни юаней. Давайте разбираться. Очень непонятно. Вау, настолько вкусный. Я первый раз в жизни такое ем. I love food. Итак, ребят, в сегодняшнем выпуске мы узнаем, сколько стоит еда в Китае. От дешевой уличной лапши, которая спасает студентов, до шикарных ресторанов с традиционной кухней. Китай — это страна контрастов, и это особенно заметно в еде. Погнали! Стой, обязательно подпишись, поставь лайк и оставь комментарий к этому выпуску. Ты очень сильно поможешь мне продвинуть данный видеоролик. Ну а мы продолжаем просмотр. Начнем с самого доступного. Китайская уличная еда — это отдельная культура. Вот эта порция лапши стоит всего 10 юаней, это меньше $2. Булочка с говядиной 10 юаней за штуку, а вот эти шашлычки всего по 5 юаней. А также уличные сладости. Липкая рисовая булочка с красной фасолью. Rice and the intersection is made from red peas, like mushed together and with some sugar. And it's called donkey rolls around. Хотел бы я сказать, что она тает во рту, но нет. Вам придется именно постараться, чтобы прожевать и проглотить ее. Yeah, it's so sticky. It is very sticky. It's kind of impossible to chew, you know? Yeah, it is impossible to chew it. You just roll it around in your mouth and try to swallow it. All right. Yeah, we definitely need water, no? В Пекине я также съел лучшее мороженое за всю свою жизнь. Мороженое со вкусом зеленого чая. Мороженое со вкусом зеленого чая. Вау, я первый раз в жизни такое ем. Оно мало того, что выглядит восхитительно, оно на вкус восхитительное. То есть на 30-40 юаней, около $5-7, здесь можно наесться до отвала. What are the most popular dishes in China, in your opinion? In my opinion, all Chinese dishes are good, but for me, my favorite is like kung pao chicken, dumplings, and in Beijing, of course, the Peking duck. Got it? Yeah. Следующий уровень — это простые кафе и рестораны среднего уровня. Здесь еда уже посытнее и разнообразнее. Вот порция дамплингов с говядиной и креветками стоит по 12 юаней за порцию. Да, у меня здесь, если что, 4 порции. Также в Пекине большое количество местных заведений со свежайшей говядиной. Вот, к примеру, одно из таких мест, которое я очень рекомендую, но, к сожалению, я не знаю название заведения. Если кто знает китайский язык, то обязательно напишите в комментариях название этого места. Мясо в среднем в таких заведениях стоит 50 юаней, лапша 3 юаня, и все остальное подается в стол за счет заведения. Ничем не уступает вообще говядине вагю, которую я пробовал в Японии. Просто великолепно. Ореховый соус настолько вкусный. Настолько, что я, видимо, буду здесь теперь есть каждый день. Получается, полноценный обед за 50-60 юаней — это примерно $8-9. Здесь уже собираются компании, и еда — это не только вкус, но и способ провести время вместе. Но прежде чем отправиться в дорогой сегмент ресторанов, я предлагаю сначала отведать традиционного китайского чая. Ведь чай в Китае — это не просто напиток, это ритуал, передающийся веками. Кто-то помнит, как дома лежала коробка китайского чая, купленного на подарок, и так ее никто никогда и не открывал. Наверное, у каждого это было. В Китае же чай пьют, ценят каждый лист, каждый момент. Белый чай, который я попробовал, стоит 178 юаней. Да, это пока самое дорогое, что было в выпуске, но могу сказать однозначно, оно того стоило. История чая началась в провинции Фуцзянь более 1000 лет назад. Сначала его заваривали императоры, потом простые люди, и так чай стал частью жизни всей страны. Сижу я, значит, издалека изучаю противника, как он играет в пинг-понг. Сейчас будет конкретная рубка. Вы думаете, у меня нет шансов, потому что это культурный кодекс, потому что у них это заложено с детства, они играют в пинг-понг? Вы абсолютно правы, но я дам битву. Сыграл я несколько игр сейчас, и, честно говоря, вообще без шансов. Меня просто настолько сильно отпинали, что мне просто хотелось оттуда уже уйти. Но большое спасибо, что просто разрешили с ними поиграть, дали свои ракетки, приняли очень все дружелюбно, классно.
очень располагают люди. И, честно говоря, я даже дал небольшой бой. Каким-то чудом я в первой игре просто 5 очков выиграл, потому что они явно не ожидали. Стой, обязательно подпишись, поставь лайк и оставь комментарий к этому выпуску. Ты очень сильно поможешь мне продвинуть данный видеоролик. Ну а мы продолжаем просмотр. Ну а если вы хотите разгуляться, то Китай предлагает и это. Как вы думаете, сколько может стоить ужин в мишленовском ресторане в Шанхае? Цена вас точно удивит, но об этом я расскажу в конце. А пока давайте посмотрим, что вообще входит в такой ужин. Здесь вас встречают длинные коридоры, украшенные мягким светом, словно ведущие не просто в ресторан, а в другой мир. Интерьер — это отдельное удовольствие, роскошные люстры из хрусталя, теплое дерево, золотистые акценты и тонкие детали в китайском стиле. Каждая мелочь будто подчеркивает, что вы пришли не просто поесть, а прикоснуться к искусству. Даже посуда здесь вызывает восторг. Хорошо, дорогих ресторанах, когда вы приходите, у вас сразу хорошие палочки, и здесь это чувствуется. То есть здесь палочки стоят дороже, чем все мои предыдущие походы в рестораны, ну как рестораны, кафе и местные заведения. Я заказал дегустационный сет, идеальный вариант, чтобы попробовать всего понемногу. Начинается он с мини-закусок, поданных под ароматный жасминовый чай, и вот уже на столе появляется грецкий орех в карамельном соусе с кунжутом, пожалуй, самое вкусное из всего вечера, хотя дальше будет не менее впечатляюще. Затем приносят димсамы, 4 штучки, каждая со своим характером и вкусом. После легкий, прозрачный суп с тонким ароматом морепродуктов. Основные блюда — это крабовое мясо с овощами, идеально сбалансированное по вкусу, и креветка во фритюре с хрустящей корочкой и нежнейшей серединой. Официанты здесь как актеры в театре вкуса в идеально выглаженных костюмах с безупречными манерами. Шеф-повара также можно увидеть в зале. И вот сидишь ты в этом зале, окруженный блеском, ароматами и звуками тихой китайской музыки. Невольно думаешь, сколько же стоит такой ужин? Что ж, Китай — это страна, где еда доступна для всех. Ты можешь поесть вкусно и за 10 юаней на улице, и за 1000 в дорогом ресторане. Но в любом формате еда здесь — это не про одного человека, а про коллектив. Даже в тарелке Китай остается страной, где главное быть вместе. Ну, а я, пожалуй, останусь на улице, потому что самая вкусная еда — это та, которую ты ешь с людьми рядом. Подписывайтесь, ставьте лайк и обязательно оставляйте комментарий, чтобы не пропустить мои следующие выпуски из Китая. До скорых встреч. Итак, ребят, сейчас вы посмотрели выпуск про то, сколько стоит еда в Китае. И поскольку вы досмотрели до этого момента, я хочу показать вам первый тизер моего большого фильма про Китай. Поехали!